Отцветали яблони, груши, поплыли туманный порт. Дело было во времена блокады Ленинграда. Моя учительница со своей бабушкой, мамой и 2 сестренками жила в Ленинграде во время блокады. Ей на то время было 6 лет. Жили они в квартирном доме ближе к центру города. Поначалу было не так трудно и еды хватало. Однако с каждым днем становилось все сложнее и сложнее. Еды уже на всех не хватало, и в день удавалось съесть лишь корку хлеба. И то не всегда. В городе воцарился хаос. Сначала были съедены все животные. Кошки, собаки. Когда животных не осталось, появились случаи каннибализма. На лестничной клетке, где жила моя учительница, было 4 квартиры. Все они были заселены. Однажды ночью из соседней квартиры послышались жуткие крики и мольбы о помощи, которые разбудили все семейство. Мать моей учительницы, Зинаида Васильевна, решила проверить, что там происходит, и, несмотря на все уговоры детей и бабушки, она все же вышла из квартиры, предварительно велев запереть дверь и не открывать никому. Дверь соседней квартиры была слегка приоткрыта. В этой квартире жила женщина с 2 сыновьями. Зинаида Васильевна, напуганная услышанными криками, медленно подошла к двери и осторожно заглянула. Увиденное она запомнила на всю свою жизнь. На полу лежала оторванная рука, и по всему дому чувствовался запах крови. Из глубины квартиры слышались отвратительные звуки чавканья. До смерти испугавшись, женщина побежала обратно в свою квартиру. Рассказав своей матери о случившемся, она забаррикадировала дверь. На следующий день, отправившись за едой, Зинаида Васильевна заметила, что соседняя дверь плотно закрыта. Прошло несколько недель. Ситуация в городе не улучшалась. Еды становилось все меньше и меньше. Одна из сестер моей учительницы умерла от голода. Все сильно ослабли. Однажды утром Зинаида Васильевна отправилась за едой и увидела, что дверь 4-й квартиры сильно покорежена и висит на одной петле. Догадавшись, что там произошло, Зинаида Васильевна вернулась в квартиру. Она поняла. Они следующие. Из 4 квартир в доме уже никого нет. В 3-й живут они сами, а значит, что убийца находится в последней квартире. Там жили 2 сестры. Сил на то, чтобы отправиться в комендатуру, уже не оставалось. Тогда оставалось только забаррикадироваться и ждать помощи. Но долго это продолжаться не могло. Скудные запасы еды быстро закончились. Зинаиде Васильевне пришлось собраться с последними силами и выйти из квартиры. Не успела она сделать и пару шагов по коридору, как увидела, что впереди стоит одна из сестер. Выглядела та очень даже неплохо. Все жители города очень сильно исхудали, а эта женщина была полной. Увидев Зинаиду Васильевну, женщина довольно улыбнулась и произнесла всего 2 слова. «Добрый день». Зинаида Васильевна начала медленно пятиться. Оглянувшись, она увидела 2-ю сестру, у которой в руках был здоровенный топор, который та уже заносила над Зинаидой Васильевной. Из последних сил испуганная женщина рванула в сторону квартиры. Однако ее уже окружили, 2-я сестра побежала наперерез. Спасение пришло неожиданно. Как оказалось, мать Зинаиды Васильевны увидела в окне проходящий мимо отряд солдат Красной Армии, позвала тех на помощь. Солдаты, недолго думая, побежали в подъезд. Забежав на лестничную клетку, они увидели, как 2 женщины тащат 3-ю в какую-то квартиру. Обезвредив их, солдаты выяснили, что эти 2 сестры съели обитателей 2 квартир и собирались уже съесть жильцов 3-й. Таким образом, солдаты спасли Зинаиду Васильевну и ее семью. Тех 2 сестер расстреляли.